Шо какой, на? Сколько тебе лет? 18. На интервью что надо рассказывать? То, что рассказывал здесь? Ну, историю свою. Ну, что ты будешь рассказывать? А же интересно, 18 лет. Когда по телефону буду разговаривать, можно, да, говорить, что в плену? Да, нужно. Так, все. Полетели. Сюда, да? А? Сюда ложить? Да. Мог бы забычковать. Ну, в смысле, потушить. Вонять будет. Все, готов? Да. Полетели? Да. Готов? Да. Огонь. В камеру разбитого Самсунга поговорим. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Родился в России. Это секретная информация. Вам она не нужна. Закончил 9 классов образования у меня. Потом ушел работать, так как и большая семья, 7 братьев, 4 сестры. Стоп, в этом месте поподробнее. Сколько вас человек? 11. 11 детей? Да. Тебе полных 18 лет? Да. Ты младший, старший? Ну, не самый младший. За мной еще 2 младших. А самый старший сколько? Самому старшему почти 40, там уже под 40. Почти 40? Ну, Как? там 36, 37, наверное. Вот так. Ты не знаешь? Да их много, я всех не запомню. А имена всех ты знаешь? Да. А ну давай перечисляй имена. Ваня, Егор, Яша, Фима, Алена, Соня, Ксюша, я, Савелий, Тимоха, Ерема и Ксюша. Это все от одного отца? Не все от одного. А давай, как это все было? 11 штук, это трэш. Критик тут сразу надо. Родился сначала Ваня, это от первого брака, получается. Потом родился Яша. Сколько матери лет? 55. 56 будет в этом году. Ну, потом родился Яша с Аленой. Подожди, если одному первый родился, сколько было матери лет? Я не помню. Ну, конечно. Ну, она в 19, наверное, где-то. Она рассказала, где-то в 19 родила первого. Ага, хорошо. Трэш. Просто. Короче, от первого бати был один. Да, получается, Иван. Потом, получается, Яша, ну, полный Яков. это второй уже муж. Да. Сколько мужей было? 3, и вот 4, вот сейчас это отчим, который у меня. И остальные все от другого мужа. Подожди, от первого был Иван, от второго был Яков. 2. Не, Яша только. Ну, 2 уже. Да. И остальные вот как раз Егор, Фима, это уже... А, нет, еще получается Ефим тоже был от другого. Получается... И 8 было, короче, от третьего мужа. Да. Вот это... Она через год, что ли, рожала? Ну, практически. Да, мы плюс-минус погодки. А где все вы живете? Ну, большинство старшие, они со своими семьями, а так с матерью. Мамка не ходит, ну, у нее там... Она инвалид, но ей инвалидность не дают. Вот, у нее там колени, ну, я не помню диагноз. И вот, а я от них не съезжаю, так как помогать надо. Сколько вас вместе живет? И я, Ерема, Соня, Ксюша. И так иногда приезжает один еще. Почему она развелась с третьим отцом, от которого получается 8 штук? Пил. И детей делал по сыньке? Не по синьке. Ну, он сначала делал, а потом начал пить и все. Ну, как все нормально было поначалу.
Кто-то из этих 11 человек имеет высшее образование? Да. Алена, сестра. Один человек? Ну, Да, один. Остальные так, ну, один с классов. Ну, а Алены там красный диплом. Ну, она... и какое у нее образование? Я точно не знаю. Но у нее выше, она там, ну, всем в пример нам идет. Кем она работает? Последний раз работала или юристом, или адвокатом. Ну, что-то там с судом связано. Мне хочется вот эту штуку сказать. А остальные кем работают? На войне кто-то есть еще? Нет, Почему? не знаю. Так, теперь давай вернемся к тебе. Когда тебе исполняется 18 лет? Ну, исполнилось. Исполнилось, получается, Неважно. Неважно. Прошлого года. да. Что ты, как ты отмечал, не отмечал? Чем ты занимался? Ну, так с друзьями, там, с девушкой в гараже были, отметили все. Ну, и как-то там потом, ну, также опять работа, помогать. Ты закончил 9 классов. Почему не продолжил учиться? В колледж, потому что надо было помогать. Никто не помогал из старших, а надо было деньги. И мелкие тоже там, ну, брать с сестрой. И мамка не ходит, только пенсия. Отчим ухаживает за ней. Там в туалет сводить, там еще. Отчим не работает. Не, он ухаживает только за ней. Хорошо. Что ты делаешь на войне? 18 лет. Когда тебе... В этом месте будет вставка. Я плачу деньги за информацию, которая позволяет убивать их. Ну, уже типа. Или просто любая другая информация, которая полезна нашим военным. 6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Как ты оказался на войне? Подписал контракт. А можно 18 лет? Ну, как совершеннолетний уже можно. По нашим там, как вот они все там. Зачем ты его подписал? При каких обстоятельствах? Нахрена ты это типа сделал? Далее, купил машину, оказался в угоне. Какую машину ты купил? ВАЗ-2115. ВАЗ-2115. За сколько ты ее купил? За 70 тысяч. Это очень дешево. Ну, там у нас так, она просто уже старенькая и местами гнилая, но первая. А где ты взял 70 тысяч? Я же работал сразу после школы. Типа собирал? Лет. Не, в 15 лет ушел прям на нормальную работу. И кем ты работал? Сборщиком межкомнатных дверей. Угу. Сначала подсобником работал, потом работал упаковщиком, и потом уже на сборку поставили, когда уже начал там со всеми, познакомился. Угу. За меня поговорили, чтобы на сборку встал. И вот у меня зарплата выходила 70-80. Угу. Понял, хорошо. Купил ты машину. Что дальше происходит? Вот, катался так, пока учился. Прав у тебя нету? Не, там, по гаражам у нас там огромный, там дорога огромная, там гаражи, там гаишников нету, там просто учился поначалу. Потом я решил поставить ее на учет на себя, и все, она оказалась в угоне. И там уголовное дело хотели завести. И чтобы ничего этого не было, подписал контракт. А как ты ее купил? У кого ты ее купил? Тоже там у молодежи купил.
Ну, там молодые, они, как и считали, ну, перекупом они были, короче. Я когда машину уже тоже, ну, пока учился кататься, делал ее, там вся она в дырках, вся запененная. Ну, получается, они покупали ее, чуть ремонтировали и продавали. Угу. И что, приходишь ты в ГАИ? Как это было, расскажи. Ну, пришел в ГАИ, машину оформить. Они все, стой. Там документы, все, машины, то, что документы о купле-продаже. И все, и потом они, оказывается, машина в угоне. И все, они меня сразу же отпустили, но машину не отдали. И все, потом вызвали в полицейский участок, хотели завести его в уголовное дело. Ну, И что дальше происходит? и чтобы этого всего не было, я подписал контракт. В полицейском участке? Нет, не в полицейском участке, в военкомат пошел. Ну, никак не военкомат, а как он называется, ну, типа пункт, где подписывают все контракты. А кто тебя туда отвел? Никто. Там у нас везде они плакаты этих контрактов. Ну, ты типа сам пришел, и что ты говоришь? Я говорю, хочу подписать контракт. Мне сказали, проходи медкомиссию, иди в свой военкомат, они должны одобрить, и все. Тебя никто не отговаривал? Да, отговаривал только один человек в военкомате, и все. А остальные... А что он тебе говорил, и кто этот был? Я точно не знаю, кто это был, но он говорит, типа, тебе это не надо, ты еще молодой. Он говорит, типа, то, что тебе сейчас поют здесь, то, что воевать ты не будешь, ну, как мне сказали, окопы будешь копать, там, блиндажи, помогать просто, типа, тебя не отправят, правда, на передок. Он говорит, тут всем такое говорят. Типа, ты не понимаешь, куда ты идешь. Вот так он меня отговаривал, и потом вот вышел другой комиссиат, сказал, все, иди в военкомат. Все, военкомат пришел, медкомиссии все прошел, отдал, и все, мне сказали, через 5 дней поедешь. Когда это было? Когда прям уехал уже? Да. Это было сентябрь, в октябре 13 числа. Ну, точно не помню, где-то 13 числа. Угу. Вот так. Куда ты приехал? Приехал в Курск. И что в Курске? В Курске, получается, почти 3 месяца. Ну, там, ну, правда, копал блиндажи, шпалы таскал, там помогал всем. Там не удивились твоему возрасту? Все удивились. Все сказали, как тебя вообще взяли без того, что ты и срочку не служил, ничего. Ну, и потом, когда я уже в Курске, я уже понял, что ну, обман. И вот я уже пошел там к начальству, говорю, можно как-нибудь расторгнуть контракт? Мне сказали, нет, все, уже нельзя. Ну вот, в Курске я потом вот эти как раз 3 месяца на полигоне вообще не был. Только вот блиндажи копал, шпалы таскал, вот так меня. И потом, получается, меня из одного из, как он, землянка, бунгало выдернули. И сказали, ну, как вот у нас там, блиндаж. Ну, блиндаж, да. Вот. Одного выдернули и сказали, все, ты отправляешься в 82-й блиндаж. Ой, 72-й блиндаж. И 72-м блиндажом вот я через неделю уехал. Угу. И куда ты приехал? 27-й шторм. Что такое 27-й шторм? 27-й шторм, ну, подразделение. И кто там были, зэки? Нет. Угу. И что там было за... Что вы делали дальше? Там уже 2 недели ездили на полигон, стреляли там, как правильно спрыгивать с этого, оказывать себе медицинскую помощь, потом как гранаты выглядят, как минировать, как разминировать их, почему некоторые гранаты нельзя разминировать, потому что там ниточкой натянуто другое, ну вот инженерку все преподавали. Угу. И вот, и через 2 недели была боевая задача уже. Какая? Это было, получается, в Ольшанах. Лесполосу надо было забрать. Угу. И вот, и это там, ну, уже штурмовые 5 набрали. Это был, получается, мой первый БЗ. И я в эвакуацию пошел. Типа, хотели меня вообще первоначально штурмовиком. Типа, как молодой, типа, гранатометчик, сказали, будешь там, сил много. Типа. Я сказал, я не пойду. Ну, мне страшно. Они говорят, а что ты будешь делать? Я говорю, могу вот эвакуации с точки на точку таскать. Ну, типа, мне сказали, ну, это тоже пригодится, как раз молодой, выносливый. Вот, эвакуация. Сколько эвакуировал? Людей сколько эвакуировал? Да. Я точно не помню, но всю ночь таскали их. Ну, сколько? Ну, человек, может, 20-30. Ну, вот первый БЗ, 32 человека у нас вытащили мы со своими служивцами.
Успешно прошла? Не знаю. Ну, как сказали, типа да, а со своими сослуживцами разговаривал, говорят нет. Командиры говорят да, а другие говорят нет. Не знаю точно. Угу. Дальше что? Это когда уже было? Это было, по идее, январь. Да, это в январе, это когда уже снег начал вот, плюс-минус так подтаивать. Вот, все, у нас оттяжка, ну, откат назад, все, мы возвращаемся, и получается, мне говорят, типа, будешь наводчиком БТРа. Ты в этом что-то разбирался? Нет, я вообще не понимал, меня просто подошли и сказали, то, что будешь наводчиком БТРа. И что ты? Ну и вот, все, и меня на полигон, я думал, ну, будут давать стрелять, там, учить. Мне показали один день, как там что все включать, и сказали, стрелять ты не будешь. И все, и просто как с водителем ездить, как задняя камера его. Просто когда он там разворачивается, пехоту, стой там влево-вправо, просто так направлял его. Угу. Все. И вот, и Переехали кого-нибудь своих? Нет. Плохо. Ну и что дальше было? Сколько ты так на БТРе катался? Ну, почти месяц, потом опять боевая задача. Ну, на боевой задаче мы чисто были как он называется, когда люди сидят, ждут команды, если те не справятся, мы идем. Резерв. Да, вот, в резерве. Просто отвозили на позиции еду, сухпайки, приезжали, выкидывали и уезжали. И все. Утром и вечером. Угу. Все. И вот потом все, опять откат. И вот так вот, получается, 2 боевых задачи вот так вот катались. Угу. Много ваших 200-300? Я не знаю это количество. Я в Беттере, это эвакуация, знает. Эвакуация или медики. Угу. Дальше что было? Все, и потом вот как раз 3-я боевая задача. Нам сказали, что мы едем. Вот. Потом сказали, все, уже не едете. Типа там пешком будут заходить. Опять стоите как резерв. Все, мы стояли как резерв, получается, и в 10 часов нас всех будет, говорят, все, надо ехать. Все, и мы поехали. Вечера? Нет, утра в 10 часов. Мы встали в 4 утра, так как нам сказали, типа, мы едем 100%. Вот. Мы встали в 4 утра, и в 6 часов нам говорят, все, вы не едете, можете отдыхать, уже ничего не надо. Все будут... А люди хотели ехать? Нет. А что говорили? Ну, потому что... Были отказники? Были, но там никого не слушают. Не, ну а что делали с отказниками? Ну, там как, они отказывались, там сказали, все, ладно, вместо тебя поедет другая. Ты в следующей задаче поедешь. Угу. И вот, и на этой задаче вот как раз мы поехали. Ну, я не стрелял, ничего. Мы приехали, пехоту выгрузили, начали разворачиваться и подорвались. Получается, сначала задний правый подорвался, ну, ну, по-моему, это было ТМки. И потом передняя. И все, меня оглушило. Водитель выпрыгнул сразу, я кое-как выбрался, дотащил водителя. Вообще не понимал, где я сейчас нахожусь. И все, там начал крутиться и попал в плен. Что еще было интересного? Ну, типа, попал в плен. Как ты попал в плен? Ну, вот, получается, когда подорвались, увидел, что водитель выпрыгивает. Ну, везде вот это как черный дым такой. Все, я тоже выпрыгнул. Вижу, что у него, ну, нога, ну, сложена в 2 части. И все, я, ну, подцепил его и вот как не понимаю, куда идти, как вот все кругом идет в замедленном действии. Я его дотащил до лесополосы и все, и мы с ним сели. Получается, я где-то, наверное, секунд 30 посидел. Но это было намного дольше, мне казалось. Ну, просто как, когда вот много раз такое было, когда страшно, такое ощущение, как будто 2 часа прошло, а прошло всего минут. Вот секунд 30 посидел, и все, и не знаю, что мне делать. Но я вообще первый раз такое вижу. Начал крутиться, и вот попал потом в плен. Меня заметили украинские военнослужащие. Что мать сказала, когда ты ей сказал, что идешь на войну? Чего ты плачешь? Что случилось? Мать плакала. Чего ты плачешь? Да, просто не хотел сюда вообще ехать.
Не хотел сюда ехать, но приехал. Чего ты заплакал? Да просто у меня должен был уже отпуск, мне сказали, отпуска тебе ничего не будет. Потом вот в этот месяц должны были родители приехать. И вот попал в плен. Просто домой хочу. Ну, домой ты не попадаешь. Да. Что отчим говорил? В общем, все были против. Все даже, до конца еще не знали. Все были против. Сказали, куда ты ломишься со своим возрастом. У тебя сестра или адвокат, или юрист, с твоих слов. Да. Она что, не могла тебе порешать проблему с полицией? Но она уже закончила тогда, она уже не работала в этом. Ну, какая разница? Я матери тоже говорил, она говорит, у Алены никаких связей нету. Там уже все поменялись. И знакомые ее уже там не работают. Ну, как бы... Они знают, что ты в плену? Нет. Последнее сообщение вот я им отправлял матери, когда сказал, что нам надо съездить, отвезти пехоту, и все. И как я вернусь, дай бог, я тебе напишу. Это когда было? Получается, было, если 25-го я попал, сюда 22-го, наверное. Да, 22-го. 22 апреля. Да. Как ты в школе учился? На домашнем обучении уже. Плохо учился. А что такое на домашнем учении? Там со сверстниками плохо общались. Что значит плохо общались? Там драки постоянно. Докапывались. Чего? Да по всякой ерунде. Ну, например. Отца, например, нету. Там просто в интернате учился. Там из коррекционной меня не взяли, так как, не знаю почему, перевели в интернат. И в интернате уже получается, до 7 класса учился, нормально, там, 4, 3, 5 были, но только там по физре, по трудам. И потом на домашнее обучение перевели. Из-за постоянных конфликтов? Да. Как и с моей стороны, так и с другой стороны. О чем можно еще с ним поговорить? Я вот всегда в этих местах задаю этот контрольный вопрос по причине того, что, о чем поговорить? Кто на кого напал? Россия. Зачем? Не знаю. Ответ-то ты знаешь? Не знаю. Нет, ты знаешь ответ, кто на кого напал. Где ты это узнал? Это все говорят то, что Россия зашла на территорию Украины. Угу. А зачем? Никто не знает. Я тоже не знаю, зачем. Слово оккупант знаешь? Слышал, там в книгах читал, так вот. А что ты читал? Сейчас книги читаю. Нет, до плена ты читал книги? Редко. Оккупант приходит на чужую территорию и забирает ее. Ты тогда кто? Считаю, получается оккупант. Угу. А как это ты пришел на чужую землю и тебе не сказали, зачем это? Командиру ты подошел, спросил, что мы тут делаем? Что он тебе говорит? Приказ есть приказ. Я не подходил, не спрашивал. Ничего говорили, я то и делал. Штурм этот последний удался у вас? Не знаю. Я по этому штурму вообще ничего не знаю. Меня как взяли. Сколько там человек было? Получается, где-то 200. Но это привезли с лагерей людей. Зэков? Да.
Сколько из них живых? Не знаю. Ну, Как подорвали все, я ничего не знаю. так вы высадили их Высадили. и начали разворачиваться? Да. И подорвались? Да. А они побежали штурмовать? Получается, да. Так 200 человек, это сколько надо машин было? В общей сложности на эту задачу приехало. Ну, вместе со всеми экипажи, получается. До хрена техники было? Нет, 4 беттера все. И 1 БМП. Это вы сколько человек привезли? Мы привезли только 10. Угу. А что стало с твоим водителем? Не знаю, погиб, наверное. Ну, у него ногу оторвало, я так понимаю, да? Ну, не оторвало, у него в 2 части сложило ее. Ну, получается, он, как, можно сказать, как оторвало, переломило в 2 части. Угу. Он там остался в посадке лежать? Получается, да. Я не знаю, что, может, его и забрали, может, и не забрали, не знаю. Ты ему оказал помощь? Я ему только этот вколол. Как его? Обезбол. Да, обезбол, промедол. Кто победит? Не знаю. Не знаю. Сегодня прикольно, короче, пленный связывался с домом. Ты же слышал, да? Да. И ему там говорят, что? Не верят, что он в плену. С ним есть 1,5-часовая беседа, лежит на Ютубе. И что его жена просит? Заснять отдельно, что он находится в плену, и фамилия, имя, отчество, дату рождения и в какой бригаде числился. Почему у вас так работает? Не знаю. Что сейчас тебе мать будет говорить? Факт, наверное, будет. Да успокойся ты. Давай докуривай, да будем звонить. Не понравилось тебе, да? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, знаете меня? Ну, слышала. А что вы слышали? Ой. По поводу военного плена, я так понимаю. Ну да, вы же понимаете, что если я звоню, это хороший звонок или плохой? Даже не знаю, как сказать. Давайте подумаем-то. Ну вы же понимаете, почему я звоню. Потому что знаете, что я связан с военнопленными. Ну да. Ваш сын в плену. Вы это знаете? Ну вот сейчас только узнала об этом, я не знала. А что вам говорили там, где он служит? Где он? Ничего не говорили. Ничего не... А вы не пробовали узнавать даже, да? Ну не то, что не пробовала. Там связь плохая. Связь плохая. Как бы. Понятно. Смотрите, если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию данной беседы. Ну давайте, конечно, я хочу его увидеть. Вы даете согласие? Да. Ты не говоришь, где ты находишься, и ты не говоришь, с кем ты находишься. Привет, мама. Привет, Мухаров. Да, все будет хорошо, не переживай. С праздником, мама. Христос воскрес.
И тебя, мой хороший, тебя с праздником. Ты Аленке там передай это. От меня что-нибудь. Напиши ей что-нибудь, слышишь? Хорошо, хорошо, Сав, я напишу. У тебя как, все хорошо, все нормально? Да, все хорошо. У вас там как дела? Ну, нормально, Сав. Как у тебя здоровье, ма? Ну так, переживаю за тебя. Уже давно на связь не выходил, из-за этого, конечно, на нервах все. Сейчас, конечно... Самое главное, все проходит, Сав, не переживай. Ты, главное, Алене напиши, чтобы не переживала. Да я ей уже написала, Пусть ждет. конечно. Ты тоже там держись, Сав. Мы с тобой, Сав, не переживай, все хорошо. У вас все хорошо, да, там? Ну, более-менее нормально все, да, терпимо. Кормят хоть нормально? Да, нормально. Ну, хорошо. Ты не один? Сейчас нет. Понятно. Где можно сказать, чтобы интервью посмотрели? В Ютубе. Ма, если что, в Ютубе потом найдешь мое интервью, посмотришь. А там, наверное, от какого-то числа, наверное, или как? Не знаю, наверное. Зачем вы его отпустили на войну? Как бы сказать, я его не пускала. Ну, можно сказать, юношеский максимализм, вот так вот. Что это значит? Глупость самая только. Что это значит? Ну, как сказать, ну, можно сказать даже так, вот эти стрелялки, компьютерные эти игры, ну, хотел как бы попробовать, наверное. В армию не ходил он, в армию не попал. Так ты, получается, неправду мне говорил? Почему неправда? Вопрос не знаю про это. Я ей сказал, что сам пошел. Просто чтобы не волновалась. Все. В тюрьму его посадить хотели. Знали это? За что? Нет. На, расскажи. Чтобы было ж... Хоть... Чтоб правда ж была все-таки. Потому что оно получается так интереснее жить. По поводу вот этой машины, пятнашки. То, что она в угоне оказалась. Да ладно. Вот из-за этого хотели уголовное дело завести. Чтобы все это не поднимались, я подписал контракт. Понятно. Чего ты плачешь? Надо было сказать, вот видишь, хотел как лучше, а получилось как хуже. Все меня оберегал. Вот так вот.
что-то не бьется. Ты сказал, что она знала, чтобы не обращались к сестре. Ты же сказал. Да. Значит, она знала. Нет, она не знала. Просто сестра уже в тот момент не работала. Не было у нее ни связи, ничего. А что ты ей сказал? Я ей говорю просто, что я на контракте, помоги мне уйти с контракта. Это Как разорвать его. Я тебя спрашивал про машину, сестра. Не, сестра про машину не знает. Я их просил, чтобы они мне помогли с контракта уйти. Как там разорвать его. Зачем вы напали на нас? Потому что он не знает. Давайте. Вы знаете, я от этой политики я очень далеко. Насколько далеко? Как сказать? Насколько далеко? Ну, я вообще в политику, как сказать, не лезу, потому что тут все эти вот политические игры, это все на верхах, то есть как бы я стараюсь особо в это во все как бы не вникать. Понятно. Ну, смотрите, а он вникал в политику? Ну, он жертва, получается, конечно, вот этих игр политических всех. Сколько тебе? 18 лет, да? Да. 18 плюс 15 сколько? 32. 32. А ей сколько? 55. 55? Да. 56 должно было. Вот О, вспомнил. а 55 плюс 15 сколько? 65. Не, Ой, 70. да, 70. Угу. Доживет? Не знаю. Не знаешь. Дадут ему 15 лет. Знаете? Ну, вы же не интересуетесь политикой, то я вам чуть-чуть рассказываю. А за что дадут? Ну, разбираться, скорее всего, не будут за то, что в плен попал. Не. За то, что напал на нашу страну. Причем тут в плен попал? Вы же политикой не интересуетесь. Ну, потому что не сталкивался с этим никогда. Правильно? На, заканчивай разговор. Ма, передавай нам всем привет. Я всех очень сильно люблю. И я тебя очень сильно, Сава, люблю. Не переживай, я с тобой. Всем передавай. Пока, ма. Давай, мой хороший. Я тебя очень сильно люблю, Зай. Чего ты плачешь? Я не могу понять. Что случилось? Ты живой. В отличие от твоего мехвода. Я не догоняю. Ты, ну, реально, может, там из 1000 человек там... Причем заплакал ты на ровном месте. Что, тебя обидел или что? Не- Ну, в общем, вот такая история у нас получилась. Освободитель такой получился, 18-летний. Ну, время у тебя будет разобраться. Книжки, зато книжки. Какую книжку сейчас читаешь? Владимир Максимов. Что там она? Про что? Ну, я ее только недавно начал читать. Понятно. По традиции у нас военнопленные, если хочет, обращаются через разбитый Samsung к своим землякам. Надо идти воевать, не надо воевать? Не надо. Не надо. Почему? Мы не на свою землю идем, не свою землю защищаем.
Я знаю, что психологи там смотрят. Напишите в комментариях, что он плачет. Такое бывает крайне редко. Тебя сколько раз сегодня били? Нисколько. А вчера? Не бьют здесь. Не бью здесь. А что ты плачешь тогда? По дому соскучился. Ну, по дому ты соскучился. Не надо было идти нападать. Ладно, давай, кури. Лайк, подписка, там все эти штуки вы знаете. Чего ты реально плачешь? Чувак. Дюд. Чего ты плачешь? Просто по дому соскучился, по родным. Так из-за этого плакать надо? Куда деньги девал? Отправлял матери. У меня даже с собой ни карточки, ничего нету, ни личного кабинета. Все у матери. Ну, нормально, полгода побегал, миллион заработал. Нет, у меня не было такой зарплаты. А сколько у тебя было? 70 тысяч. Почему 70 тысяч? Не знаю, так как большинство в резерве сидели на нуле, наверное. Ну, то, что не было таких боевых задач. Вот один раз подъемные пришли и все. Ты же вроде драчун весь там со школы. Сидишь, плачешь. Отвечу на твой вопрос какой-нибудь, если есть. Я домой попаду. Нет. Если тебя обменяют, ты пойдешь опять в одну войну. Домой ты не попадаешь. Ручки, ножки есть. Ты же знаешь, как это у вас работает. Те же другие рассказали. Не, ну у тебя отпуск будет. А зачем тебе домой? Поедаться за всеми. Ну, желание, конечно, хорошее. В отпуск тебя отпустят. После обмена. Я уже в тюрьму пойду оттуда. Где в тюрьму ты пойдешь, потом из тюрьмы пойдешь в штурмовики. Давай докуривай. Ты хоть не убей себя.